Приветствую! Спустя двое суток доставили в Минск с Озона картонную коробку с габаритами 25 на 25 и высотой 10 сантиметров. На наклейке значится «Воздуходувка аккумуляторная, пылесос для автомобиля». Именно по этой фразе можно найти данный прибор на любой торговой площадке. Я же приобрел его на Озон BY за 103,5 белорусских рубля или около 35 долларов США. Он несколько дороже китайского фена Super Hair Dryer, вероятно за счет встроенного аккумулятора и широким возможностям. Хотя в качестве воздуходувки вполне можно использовать этот фен с узкой щелевой насадкой. По комплектации они в общем-то схожи. Ладно, вскрываю коробку. Внутри я вижу розничную коробку, на которой проиллюстрирован сам прибор. Под брендом Conner, это наклейка, под ней какое-то еще другое название. В этом беспроводном портативном пылесосе используется бесщеточный мотор. Его модель ST6659+. Также бренд указан вот здесь вот на боковой стенке. Внутри уложено все в кофр. Кофр обтянут черной тканью и имеется небольшой темляк. Закрывается на молнию. Молния пластика с металлическим бегунком. Весь комплект он вложен в него. На крышке в кармане из сетки имеется документация. Инструкция представлена на 16 языках. На отдельном листке напечатано на русском языке руководство пользователя. В нем имеется информация о том, что существует еще модель с индексом Pro, в которой используется бесщеточный двигатель постоянного тока с напряжением питания 7,4 вольта, в отличие от данной модели с индексом Plus. Здесь установлен мотор на напряжение 11,1 вольта. Кроме того, в руководстве пользователя представлен список комплектующих. Еще в карман вложено полотенце из микрофибры с размерами 210 на 210 мм, на котором пришита петелька. В самом кофре на дне уложена вся комплектация. В пакетах из пупырки. Устройство имеет черный корпус из качественного АБС пластика. В руке чувствуется вес. Контейнер для сбора пыли объемом около 200 мл изготовлен из тонированного прозрачного пластика. В нем уже установлен HEPA-фильтр. На входе в пылесборник закреплен простенький клапан из тонкой резины. Всего в комплекте 3 HEPA-фильтра. Причем все 3 фильтра разной высоты и, вероятно, для работы в разных условиях. 2 белых бумажных фильтра и 1 из серебристой ткани. Вот его, вероятно, можно промывать под струей воды. Я уже вынул из пакета все насадки. Вот весь комплект. Для зарядки встроенного в устройство аккумулятора используется штатный кабель длиной 80 см с коннекторами USB-A на USB-C. По способу фиксации к прибору набор представлен 3 насадками для функции пылесоса и 1 насадкой для функции вакууматора. Они фиксируются с этой стороны устройства. Конкретно вот это так. Еще 5 насадок для функции воздуходувки и насоса устанавливаются с обратной стороны устройства. То есть это многофункциональное устройство. Внутрь пылесборника устанавливается HEPA-фильтр. Сам контейнер крепится на устройстве небольшим поворотом по часовой стрелке. Здесь есть специальные пазы. В принципе, можно пользоваться и так. Его можно удлинить, вставив внутрь плоскую трубку. Это как бы щелевая такая насадка. А на нее можно надеть такую же вот щетку. Вот так пыль убирать удобно везде, и я пользуюсь чаще вот именно таким вариантом. Если установить вот эту плоскую насадку вместо трубки, то ей эффективно убирать пыль с мягкой мебели. На ней имеются такие наклейки с ворсинками. Открывается клапан, который позволяет пыли сюда попадать.
Для управления используется единственная кнопка на ручке, она со светодиодной подсветкой. И при удержании циклично включает устройство сразу на малые обороты мотора. Затем кратными нажатиями переключает на среднюю и максимальную скорость и выключает прибор. При этом меняется цвет подсветки. Сначала зеленый, затем желтый и красный. Сбоку на ручке есть индикация заряда аккумулятора с 3 уровнями свечения белых светодиодов. Для оценки достаточно кратковременно нажать на эту кнопку. Заряд полный. Еще раз отмечу качественное изготовление корпуса устройства. Он украшен пластиковыми элементами медного цвета. И я вижу здесь 4 самореза, скрепляющие его половины. На торце ручки установлен разъем USB-C для зарядки встроенного аккумулятора. Поставил прибор на зарядку. При подключении здесь загорается красный светодиод. Зарядка осуществляется током около 1 ампера, напряжением 5 вольт. За 5 часов аккумулятор пылесоса зарядился. Светодиодная подсветка изменила цвет на зеленый. И аккумулятор набрал в себя емкость 5614 мАч. И этого заряда хватит для беспрерывной работы мотора на максимальных оборотах в течение около 11 минут, конкретно вот в такой оснастке в режиме пылесоса. Я чаще использую среднюю скорость в режиме пылесоса. Чтобы использовать воздуходувку, необходимо с этой стороны, также поворотом по часовой стрелке, имеются специальные пазы сверху и снизу. Фиксируем. И режимы те же. На первом режиме он достаточно мощно дует. На эту длинную насадку можно надеть щетку для чистки, например, системы охлаждения в компьютере. В комплекте присутствует трубка покороче, и у нее меньше диаметр выходного отверстия. Проверю его работу в качестве насоса. Надувать буду вот такой фольгированный шарик. Его диаметр 50 см и раздувается он до 20. Включаю максимальные обороты насоса. Буквально несколько секунд хватило, чтобы надуть этот шарик. В наборе есть тонкая трубка с 2 боковыми щелями на краю для закачки воздуха в мяч. И еще одна трубка, возможно, чтобы надуть лодку. Она как бы многоярусная такая, несколько диаметров разных. Но насос эффективен именно на максимальных оборотах. Проверил функцию вакууматора. Для этого использую вот такую круглую насадку. Она просто насаживается со стороны пылесборника, без фиксации. Включаю также максимальные обороты. Все работает. Не думайте, что у меня в квартире так пыльно. Это потому, что настолько эффективен этот ручной пылесос. Вот столько пыли застряло на HEPA-фильтре за неделю тестирования. Но однозначно то, что устройство удобно в пользовании. Чаще не беру тряпку, а включаю его. Не в каждую щель залезет тряпка, это раз, а во-вторых, не нужно споласкивать, как тряпку. Я пылесосил силиконовый мат после пайки, раму окна, собирал пыль на каркасной мебели и чистил мягкий диван, компьютерное кресло, плинтус, отопительные батареи и в некоторых местах пол. Действительно, я в нем нуждался. Гуд. Помыл, высушил, можно пользоваться. Подведем итоги. Данное устройство будет весьма полезно в быту и автомобиле благодаря своей автономности. Я также рекомендую использовать для отдыха на природе. Емкость встроенного аккумулятора довольно высокая. Благодаря разнообразию комплектных насадок можно использовать функции пылесоса, вакууматора, воздуходувки и насоса.
Мотор питается от высокого напряжения 11,1 вольта и работает на 3 скоростях. На максимальной скорости, соответственно, производительность его выше. Из недостатков, а точнее его особенностей, отмечу долгий процесс зарядки аккумулятора в течение 5 часов током около 1 ампера и короткое время работы на максимальных оборотах. Я говорю об особенностях, потому что данным устройством вы будете работать кратковременно, чтобы решить какие-то локальные задачи в течение нескольких секунд. И в общем-то заряда аккумулятора хватает на продолжительное время. Весь комплект помещается в кофр, удобный для транспортировки. Ссылку, где я покупал устройство, я оставил в описании этого видеоролика. Подписывайтесь на канал, оцените это видео и до новых встреч. Всем пока!